Это я. Вы, наверное, хотите знать, что здесь происходит и почему Олег Монгол спускает изо рта пламя огня? Так, ну, с чего бы начать? Меня зовут Максим, и я бы хотел вам рассказать свою историю, как я поехал 3 страны на проволоке за сутки и чего мне это стоило. Получается, денег нету, интернета нету, уже вечер, я не знаю, где ночевать, спать. Примерно вот так вот мы и поедем. Это трэш. Я потерял свои сумки со всеми вещами, я все потерял. Как я исследовал ночную жизнь Вьетнама и попадал во всякие передряги. Меня не хотели сначала выпускать. Блять. Потом в итоге меня выпустили. Вьетнамская мафия за мной выехала. Здесь света нету. Приехала полиция или что. Ждем наш поезд. Как я жил по-богатому. Мы сняли этот ресторан. Это все бесплатно. И знакомлюсь с множеством бэкпекеров из разных стран. Всех еще приветствую на моем канале. Здесь я буду делиться своей жизнью, немного кринжевать, знакомить вас с различными людьми и показывать жизнь такой, какой она есть. Так что, let's go смотреть. Вау! Сегодня я проснулся полон сил, уверенности. Мне сейчас предстоит долгая и незапланированная поездка во Вьетнам. Взяв свои шмотки, я пошел пешком до ЖД вокзала. По пути я зашел на почту, чтобы отправить письмо на родину. А дальше все же вызвал такси, потому что, реально устал нести все свои рюкзаки. На ЖДшке я купил билет на ближайший поезд до Бангкока, который по времени ехал часа полтора. И вот я в столице, но задерживаться я тут не собираюсь, и сразу же пошел на остановку. Ждал я, долго свой автобус. А когда ждался, приехал на нем с ветерком до автовокзала. Так, прибыл я, на станцию. Случилась немного небольшая проблема. Мой хостес, с которого мы договорились вроде как остаться, он мне сейчас ответил. И, как выясняется, ему нужно оплачивать за каждый день проживания там. Меня вот эти условия не устроили, потому что на прошлых волонтерствах я был, и там я ни копейки не платил. В принципе, я считаю, что волонтерство, оно и должно быть так выглядеть, что это взаимообмен. Я помогаю им, они помогают мне с тем, что предоставляют жилье, там, еду и так далее. Все это делается на бесплатной основе. Мне еще просят платить каждый день, я еще и буду работать там. То есть это получается, я работаю, но не мне платят за работу, а я, считай, плачу. Получается, сейчас поеду все так же на границу с Лаосом, а оттуда уже за время, пока я буду добираться до туда, там я уже решил вопрос, где все-таки я точно останусь, потому что у меня еще есть много других вариантов, и которые действительно меня готовы принять. Только мне нужно дать добро все-таки насчет них. Вот. Я, получается, взял билетик уже, у меня отправление вечером, буду всю ночь ехать, и по идее к утру я должен поехать на границу с Лаосом. Что интересно, туда также входит стоимость, это питание. Ну и все, это самые такие крутые фишки, в принципе. Ну а сейчас, пока время есть, я собираюсь сейчас деньги обменять, снять все, что есть, и поесть, наверное, перед дорогой. На самом вокзале был ресторанчик на каждом этаже, где продавали местную кухню по доступным ценам. Названия блюд мне были непонятными, поэтому я перевел через нейронку, за что я буду платить. И на мои глаза попалась очень интересная позиция. Я, недолго думая, взял на тест-драйв этих сук, попросил сделать мне одну порцию, да побольше. Дали мне вот такие вот бумажки, типа купоны. Здесь наличными прямо не расплачивают, здесь берешь купоны, а потом уже ими вот как раз платишь за хавчик. Окей. По правде, суки были хорошие, мне зашло, как и многие другие блюда в Таиланде. Набив брюхо, я спустился ждать на своей платформе мой автобус, который вот-вот скоро будет. Он, конечно же, задерживался. Для тайцев это новая практика задерживать рейсы, поэтому я уже привык, но все равно злился. Чуваки, я, конечно, в шоке. Я только поднял свою задницу с этого сиденья. Думаю, скажу, водички себе возьму, да, что-нибудь перекусить. И вот как раз приезжает мой автобус. Хотя бы приехал, уже радует. Я в город Муктахан, который граничит с Лаосом. Первое, на что я обратил внимание, как же тут холодно, что я тут же прыгнул в кофту. Пока спал в автобусе, напрочь забыл, куда я еду. Интернета не было, поэтому приходилось включать мозги. Я, походу, завтраками. Как обманули? Скорее, я просто затупил и не воспользовался столовкой, на которой мы останавливались.
Хотя, конечно, я об этом не знал, но допустим. Голодным все же не был, да и маршрут я все же построил куда мне дальше. Вот только гложил вопрос, как я буду целую страну без интернета проезжать? Окей, разберемся, сказал я себе, и на такси доехал на КПП, который еще и был закрыт. Круто, подумал я, и стал его ждать открытия. Выехал с Таиланда, заехал в Лаос, снимать мне никак не разрешали. Но зато можно на автовокзале, на котором я также уже бесплатно привезли на автобусе от КПП Лаос. Там я столкнулся с проблемой, мало того, что автобус до Ханоя едет только завтра, так у меня еще не хватало на него денег, а времени у меня было мало, чтобы еще оставаться здесь на день. Поеду на автобусе, что едет до Лао-Бао. Это ближайший КПП между Лаосом и Вьетнамом. Думаю, сейчас поеду на границу, а там уже как-нибудь разберусь. Вот такой автобус меня посадили, какой-то, дайте рабочий басик. Что заходишь босиком, при входе снимаешь. Автобус был лежачего типа, что впервые для меня. Дорогу я взял стак печенек, думая, что это мне спасет от голода, и водичку. В автобусе еще был какой-то странный запах собак, который я вынужден был терпеть, но сон помог мне справиться с этим. В дороге меня разок разбудил странный шум. Открываю глаза, вижу, как меня завалили подарками добрые лаосы в виде фанты и прочего ставчика. Погода еще была теплая и солнечная, что спала сладко. По приезду меня встретил чудный дядька на скутере, который с удовольствием отвез меня на КПП, пока не понял, что это не бесплатно. Че, прикиньте, этот тип с меня потребовал потом бабки. Ну, ты как думал, все включено для тебя будет? Нет уж, парень. Не понимая друг друга, я отсыпал 30 бат, что у меня были этому крестьянину, что были сущие копейки. А на КПП Лаоса я просто сказал, что у меня нет денег, сори, и они отстали. Добро пожаловать в Вьетнам. Я наконец-то прибыл. В этот момент мне уже гораздо спокойнее стало. И там меня более гостеприимно встретил. Тут же начали спавниться разные таксисты, которые, не зная, куда я еду, готовы были отвезти меня хоть на край света. Места валюты у меня не было, и тогда они тут же отказывались иметь со мной дело. Но один дядька все же помог мне хотя бы чуть-чуть. Короче, привез мне этот дядька фрешечку. Ну, некое такое заведение. По типу кафешки, где тут же магазинчик. Здесь вот обменяли валюту на местные вьетнамские данги. Время вечера. Оставаться негде. Денег нету. Вот. Добраться до столицы я хрен его знает как. Долго думая, как мне выкрутиться из данной ситуации, я воспользовался Wi-Fi, что был в кафешке. Был варик остаться в этом городе и на утро взять автобус до столицы, но я не был уверен в этом, зато был уверен, что в ближайшем городе Дон Ха есть автобусы, что ходят до столицы. Но только надо было еще как-то добраться до туда. Ничего не оставалось, как автостопить. Смущало меня то, что делал я это в первый раз, и что уже вечереет, что делает меня менее заметным для водителей на дороге, особенно в моем темном одеянии. И тут мне выпала удача. Пробуем. Я поймал, неужели? Да, блин, первый мой автостоп в жизни и первая машина остановилась. Я просто шел и искал хорошо видимое место, откуда начать ловить машины, но повернувшись назад, я увидел, как остановилась белая фура. Подумал, а зачем я буду что-то искать, когда вот уже вариант, что можно попробовать, и он получился. Сейчас мы решили остановиться, чтобы перекусить. Там вообще какая-то тусовка происходит. Во время поездки мы остановились в какой-то кафешке, взяли себе супчика, риса и похавали. Кстати, в том доме просто челики бухали и пели, что я после узнал. Бля, реально герой этот мужик, он еще и заплатил за меня. Конечно же, я не мог не отблагодарить его и оставил ему тех печенье, что у меня были. По дороге заехали на заправку, где я ждал его долго, когда он заправится. Заодно посмотрел, сколько у него бак и сколько это ему обойдется. Отгнал туда-сюда костяшки, пощелкал, немного навалил свега, и мы поехали. Высадил он меня неподалеку от города Донха. Я, правда, не знал на тот момент, насколько я рядом уже, и поэтому думал еще одну машинку ловить. Я бродил по непонятному мне городу, разглядывал местную фауну и, конечно же, людей, которые были заинтересованы мной и уж тем более детьми. Короче, дошел я на автовокзал, который просто как будто не существовал. Оборачиваюсь назад и вижу в тени деда на самокате, который предложил мне отвезти до ЖД вокзала. Yeah, let's go around. Let's go. Okay. Он
Он был недалеко, но я согласился за его упрямство и за цену. Поездка обошлась мне ценой одной миски риса. Бай-бай. Я уже не знаю, что я делаю в жизни, не так? Просеял я поезд до столицы, который уехал передо мной ровно в ту секунду, как я приехал на вокзал. Это был последний на сегодня поезд, и мне пришлось ждать следующий только ночью в 3 часа. Тут я тоже просеял, но уже не по своей вине, а потому что мне никто не продал на него билет, так как все работники решили поспать еще 5 минут. Самое смешное, что потом эта кассирша спрашивает меня: «Чего вы не поехали на 3 часа?» Ну да, почему же? Закупил составчиком в дорогу, я уехал только в 6 утра, и то, там какая-то авария произошла, из-за чего рейс задержали на полчаса. Но это мелочь. Зато этот рейс обошелся мне дешевле, чем если бы я уехал на 3 часа ночи. Короче, сел я, наконец, поехал. Первые часы я тупо спал на кресле до самого обеда, так как ночь ожидания меня вымотала, да и в целом эти дни... Да блин, бро, не мешай, видишь, я рассказываю. Короче, да. Прикиньте, эти чуть больше 10 минут видоса я прожил на самом деле несколько дней. Как проснулся, я приготовил себе обед, заварил себе лапшу, которую я думал буду есть сухой. И, к счастью, во вьетнамских поездах тоже есть бесплатный кипяток. Ну и ко всему сразу кофеечек сделал, что потом со своими печеньками захавал. Наглядно хочу показать, насколько тут узкие коридоры. Ну, типа, Такие вот вагончики, получается, идут. Кстати, говоря еще про русские вагоны, когда заходил с сумками, вот только-только заходил, мне навстречу шли люди, и мне пришлось сдавать заднюю, что я чуть ли не вышел с этого поезда. Ехать мне еще долго, поэтому я сделал подушку из своих плавок и носков, укрылся кофтой как одеялом и уснул. Вид, да? Невероятно красиво. И ветер мечта. Полицейский? Серьезно? Итак, приехал я вечером в Ханой, тут же связался со своим хостесом, и там меня вызвал водителя, который довез меня до автовокзала, где оттуда я должен поехать до Мира. Я, не понимая, куда идти и какой у меня автобус, стал спрашивать об этом, на что мне сказали ждать. Но буквально 2 минуты, и меня позвали садиться в автобус. Загрузил я свои вещи в багажник, уселся и поехал еще с каким-то вьетнамцем. Короче, я потерял свои сумки, просто водила уехал вместе с ними. Это хорошо, что девушка со мной вышла, позвонила еще раз водителю, он вернулся и вот мне отдал. Жесть. Он мне вообще не знал, что у меня сумки в багажнике, и он просто уехал и все. Короче, сейчас я приехал. Подойдя к нужному дому, я никого не увидел на пороге и стал сверять, все ли в порядке. Но тут выходит какой-то мужик. О, Это был муж моей хостес. Он помог мне донести вещи до моей комнаты, показал, собственно, мое спальное место. Дом у них, кстати, конечно, большой. Тут выходит моя хостес по имени Чи и предлагает мне поужинать. Я согласился, а после пошел спать. Доброе утро, моя девочка. Спешу пожелать тебе самого прекрасного, невероятного настроения. Доброе утро. Проснулся я на полу. И скажу, что не привык так спать. Зато виды классные. Я сделал зарядку, покрутился, жопу повертел, а после еще добил все массажем креслом, от которого я не мог еще оторваться вчерашнего вечера. Ну типа, он еще и с подогревом. Я просто вау. Также на этаже я обнаружил учебный кабинет. Итак, дети, урок английского. Первый урок. Подписаться на мою телегу. Это первое, что нужно обязательно сделать. Также вы можете это сделать по QR-коду на экране. Сканируй, переходи. Не, ну виды реально шикарные. Еще солнышко-то грело просто. Не то, что вчера. Такой балкон был у них на 4-м этаже. Я постоял там, посмотрел на все это и спустился вниз на разведку. Понять, что вообще происходит. Меня покормили легким завтраком, а после мы поехали на ферму, где всю дорогу общались. I see that in Russia many people speak Russian, so you speak English very well. Я не говорю, реально хорошо у меня English. Правда, половину дороги я не понимал тебя. I only see some photos in Russia in the internet. Yeah, Red Square and marble leaf, marble cheese, many apples. Разговор про яблочки скоротали время поездки, как мы уже приехали на ферму. Там мы еще раз поели, а затем закинули в бунгало мое спальное место. Кстати, бунгало на секундочку новое, и мебели там вообще не было. Я как первооткрыватель, кто будет тут жить.
Помимо этого, на ферме не менее крутые виды. Детская площадка на заднем дворе, напоминающая советские площадки, а также ананасик. Итак, настало время ужина. Также горячительные напиточки. Maybe another one? Yeah. Главное содержание алкоголя в этой чашке я только потом узнал, когда первый раз выпил. Ну да ладно, получилось забавно, я думал, что это водичку мне предлагают. Чтобы вы понимали, вот эта курочка, она только недавно бегала здесь вот по ферме, и ее вот зарубили на вот этот ужин. Жалко курочку. Как жарко. Ой, жалко, не жарко. Скорее, меня нужно было вместо курочки, чтобы не видеть такого свинтуса за столом. Итак, готов поделиться всеми свежими новостями, что вообще происходит сейчас. Приехали, значит, еще люди, и теперь я живу не один, поэтому столько кровати появилось, а также холодос. Я думаю, покажу забор, вот, который мы вчера начали строить, и к чему мы сейчас пришли на данный момент. Работали мы, получается, четвером, я, Эмили и дед с бабкой. То есть мы вот здесь возвесили 3 пружины и вот здесь вот начали уже более закрытую часть формировать забор. У нас на это ушло около 4 часов, включая перерывы. Воу. Тут у нас, короче, спят уточки маленькие утята. Маленькие утята, их очень много. Началось. Они вообще не умеют тихо говорить, они вот только кричат все время. Вы зачем в пол кричите? А? Не кричите в пол, что он сделал? Ублюдок, мать твою, не ешь мой палец, по-братски. Напугал меня тип. После прогулки с цыпочки я кинул пару палок, а там уже дальше помог бабусе по мелочам выполнить работу. Такой у них дом здоровый, как и в целом весь участок, чему я был удивлен масштабом. Тут дали мне вот такую бомбину, которую надо было почистить другими овощами. Короче, вовсю готовим мы эту ями-ями. Это Эмили. Эмили из Германии, она профессиональный шеф-повар. И сейчас она вам покажет, как готовить готовить тофу. Tomatoes and tofu, yeah. Yeah. Looking good. Nice. Короче, да, прошлой ночью мы застали приход комаров. Короче, ее жестко покусали этой ночью. Она просто вышла утром, ее... Она ничего не видит, просто, понимаешь. Самое интересное, я уже последние 2 ночи я сплю себе нормально, то есть вот особенно после того, как нам дали одеяло, и мне уже не холодно ночью спать, то главное, Эмили почему-то ей и холодно. Сегодня она спала, проснулась, у нее глаза нет, я не понимаю, но я вообще ничего этого не вижу, я сплю себе спокойно, сладко, и мне Не успел я нормально. моргнуть глазом, как обед уже был готов, но что-то выглядел он не так, как я себе представлял. Но я все же попробую эти прелести вьетнамской кухни. После мы решили устроить заезд, чтобы показать, кто тут главный гонщик. Главным фермером тут все же оказался дед, который быстро нас привел в чувство и сказал: Иди работай, сука. пока не стемнело. На утро мы занялись йогой, где испробовали все позы, после которых боли не чувствовались. Вообще ничего не чувствовалось. Прикольно в любом случае было, но Эмили показалось это мало, и она попросила, чтобы я научил ее карате. Но сейчас время завтрака, за которое надо было еще побороться. Показав, кто тут папочка, мы поели, затем мне вдруг протягивают ключи и спрашивают, не хочу ли я прокатиться на байке. Я тут же лихо спустился к скутеру, снарядился и погнал с малым Эмили в приключения. Сейчас устроим заезд. Вчера, что мы катались на великах, это детский сад, сейчас по-взрослому. С нами поедет девчонка. Малому не понравилась идея ехать в город. Мы вернулись на ферму. Там я стал вести переговоры, чтобы мне дали без него покататься. Короче, договариваюсь о том, что мне дали прокатиться уже нормально на этой Пришли, байке. короче, к тому, что мы в итоге поедем втроем на скутере.
но водить буду не я. Ну, типа, как я и говорю, мы едем, ну, очень медленно. Я не знаю, видно, нет. Это вообще не та скорость, с которой мы ехали. В любом случае лучше, чем ничего. Так хотя бы мы заедем в магаз, я могу взять, что нужно. Какая-то девочка преследует нас, я вообще не понимаю. Весь путь нас какая-то девочка на велике преследует. Я не знаю, что она от меня хочет. Следит, походу, за мной. Вообще такая. О, все, приехали. О. Магаз, что мы были, один из самых популярных во Вьетнаме. А-ля некий аналог нашего магнита. Прошлись мы по нему, посмотрели на разные вкусности, оценили масштаб. Взяли все, что нужно. Что и надо. Я все дал. Купили и поехали обратно. Короче, я хочу Эмили отдать камеру, а она все едет и едет. Даже с такой медленной скоростью Эмили просто не догоняет на своем велике, блядь. Я не могу ей камеру передать, чтобы она поснимала. Просто она там крутит педали по бахах, пытается нас догнать, но не может. Я тяну руку, это бесполезно просто. Она не дотягивается. И просто пиздец. Короче, так и не смог передать Эмили камеру, поэтому пришлось поснимать ее со стороны. Чувствовал себя в этот момент каким-то туристом, который снимает любую хрень, лишь бы чтобы похвастаться. Какой я крутой, за границей Чили. Еще мы по дороге потерялись, но позже нашли нужный выход. Что ты? Что ты смотришь? Вернулись мы, значит, на ферму с морожками, так с хорошим настроением. Я не могу сдержать смеха, и при этом я в шоке просто. Бабушка только что. Она идет, вот просто такая вот здесь стоит, и такая, она кинула это мороженое. И also. О, бля, они, оказывается, такие свиньи, типа, они у себя на территории, понимаешь, мусорят. После плотного обеда нужно бы и поработать, как сказал тот самый. Как вы думаете, чем я сейчас занимаюсь? Никогда не догадаетесь. Решил сраную колонну. Вот и вся моя работа. Не, ну конечно, по правде это не вся моя работа была, я все-таки мужчина. Помогал копать могилы также для бабушки с девушкой. Позже дед вообще решил загипнотизировать столб, видимо, чтобы тот никому не рассказал, что мы тут делаем. Короче, прямо сейчас я прячусь от малого. Стал мне этот пашок, жил по мейлу. Короче, я случайным образом, ну просто отошел. Вообще на 5 метров, он меня не заметил, где я. И пошел ту сторону искать. Я такой думаю, блин, это мой шанс бежать. Синим он стоит. Синий. Меня нашел. Я убегаю. Тихо. Чё? Меня малые спалили, они за мной побежали. Дело такое. У нас сейчас перерыв, и Эмили решила покататься на электровелике по окрестностям. Чтобы я не сидел тут один, как лошара, нужно было сначала найти какой-то байк. Решил попросить у деда его скутер. Нервничал, конечно, думал, сейчас он откажет, но он сказал да. Так, ну что, заводимся? А, хотя он уже заведенный был. Yeah? This road was a bit sandy, so I went slow. Wait, I wanna listen to music. Ну и мы решили устроить с ней последний заезд. Пацанов, идем, слышь, пиздюк? А иди диктуй. Данил Голубатец. Кто? Данил Голубатец. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do?
I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Итак, короче, вот решил я прокануться. Думаю, встать, размяться там. Ну и заодно я очень сильно уехал от Эмили, потому что вот здесь вот мы, ну, чуть ли не в главную дорогу вышли. Вот, и поэтому я на полный газар дал. Ну вот она едет, короче, ее видно. Yeah, I'm waiting. Waiting for a long time? No, maybe 1 minute. Does this mean that it's almost empty? Тем временем у Эмили умирала уже батарейка на велике, и нужно было срочно давать газу до дома, чтобы не стрять нигде. Правда, пока ехали, еще несколько раз потерялись где-то, но потом все-таки вышли на нашу дорогу. Так, ну что, мы приехали, получается, в дом. У нас сегодня планируется мероприятие, где мы будем с детишками играться и в такой вот развлекательной форме шоу проводить. Ну, шоу тебя ждет только на следующий день. Сегодня все пошло наперекосяк, и пришлось импровизировать. Короче, все по порядку. Приехали мы, в ресторанчик, который забронировали на эту тусовку. И мы готовили смузи из апельсинов, бананов и других фруктов, которые улетели быстро. Окей, еще одна стопочка. Ну, на цвет говно, на запах тоже говно. На вкус говно. Пошла нахуй! Чтобы детям не было скучно, мы стали с ними играть в разные игры. Догонялки там и прочее. Ну, чтобы успокоить их. Но это ненадолго. В моменте начался хаос, драка, какие-то гладиаторские бои. Самый заряженный был это тот малой в голубом, который до каждого докопался, и даже я попал под горячую руку. И раз им не сиделось на месте, мы устроили танцы на выбывание, где каждый, кто пошевелится по остановке музыки, мы депнем в казик. На следующее утро у нас по расписанию было свадебное мероприятие, куда мы с Эмили пошли до вегетарианского ресторана, где нас уже все ждали. Внутри было просторно, красиво, в таком гармоничном лаконичном стиле, а на выбор был целый шведский стол из вегетарианских блюд, от которого просто глаза разбегались. Приехали утром, людей вообще нету, кроме нас. Мы сняли этот ресторан только для нашей семьи. Это все бесплатно на волонтерстве. То есть вот такие вот есть плюсы волонтерить. Вообще все прикольно, так классно. Ага. No idea, but it looks... I thought it's carrot. I think it has carrot inside. But it's like Yeah. spring rolls. Короче, сейчас будем выбирать. Выбрать было непросто, потому что блюдо новое для меня и хотелось все попробовать. Короче, такую бурду я взял себе. И вот такой супчик с сухариками какими-то непонятными. И чаечек вот такой вот. Милю тоже что-то там взяла. Прикольное такое. Мы, кстати, вот сидим вот так по отдельности. Вот, мы кушаем с Эмили. Буду пробовать вот эту всю бурду. Look at him Окей, go. что? Попробуй. Taste test. Попробуй. Либо... Good tofu? Это тофу? Yeah. Короче, да, это тофу. Самый обычный бульон. Самый обычный бульон с тофу. Yeah. Раз это все бесплатно, а халяву я люблю, поэтому мы стали брать больше. Вторая порция, третья, все шло на ура, пока я окончательно не наелся салатиками. После трапезы мы решили растрястись и пошли на уличную площадку, которая была рядом, где покачали банки, сиськи, письки и, конечно же, булки. Дома нас ждало продолжение тусовки, и дети нам устроили шоу талантов, где я с Эмили стали одновременно зрителями, судьями и иногда участниками. Было весело, по правде, по крайней мере, Эмили кайфовала. Следующий на очереди это просмотр шоу. Сегодня я живу по-богатому. Сначала ресторан, потом вот это вот шоу. Блядь, и все это бесплатно. Everything free for us. Yes, free show. Фу, ну что сказать, все когда-нибудь заканчивается. После шоу Эмили резко сообщила, что прямо сейчас уезжает на автобусе до Ханоя, к чему я совершенно не был готов.
Вчера велись разговоры о том, что нас двоих отвезут в столицу погулять, но сегодня я слышу следующее. Мне эта новость просто выбила из колеи, и безумно хотелось с ней поехать. Но я никак не мог это сделать, потому что просто не было денег на руках на текущий момент. Что оставалось сделать, так это только проводить ее до автобуса и пожелать счастливого пути. Это, конечно, очень обидная тема. Я хотел подольше с ней погулять, вот, потому что сейчас я в дальнейшие дни я или один буду, или может еще кто приедет, короче, непонятно. Да, привык я за эту неделю к ней. Ну, может все-таки что-то порешаю, что-то решу и приеду. Я пришел к одному решению и не пожалел. А что я все-таки решил и что было дальше, это узнаете в следующей серии. Стоит упомянуть, что все-таки такая веселая жизнь не может обходиться без трат. Если у вас есть желание переезжать по планету и начинать щупать снега, можете сделать это через реквизиты по ссылке внизу. Буду очень благодарен. Слушайте речь, либо вам придется печь, но я выслежу любого, будто киберпечь. Каждый мой бог умер, будто кибертрэп, а я разогреваю толпы, будто киберпечь. И присаемся на клабик, мы до СПБ, сделать видом тот умор, на ПСПБ. Если с нами в клубе ворм, то все СОС, а ваша банда анекдот, типа XBB. И мы поднялись, теперь денежки на мне, мало общаюсь. Я как кант, вещь в себе, вещь не простав. Да, это вещь не во мне, пережить мне в пищи Олег, я помню время. Вот и подошел первый выпуск моего трипа из Вьетнама. Делитесь в комментах, что хорошо, что плохо. В любом случае, что и напишите. Это помогает видео выйти в массы и также дает мне понимание, куда двигаться дальше. Впереди выходит вторая часть этого путешествия по Вьетнаму, которая вот-вот уже выйдет, и она будет ничуть не хуже и даже более зрелищной. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не теряться. Ведь впереди будет очень много роликов из разных уголков мира. Также можете подписаться на мои другие соцсети, чтобы одни из первых видеть всю мою жизнь. И увидимся в следующем выпуске.